Привет всем, у меня на канале. У нас сегодня будет рецепт интересного блюда, нестандартное, наверное, для наших широт. Я как-то его попробовал в одном из известных минских ресторанов на завтрак. Заказал совершенно случайно. Было блюдо от шефа, решил попробовать, даже не понимал, что это. Называется шакшука. И говорят, что это очень популярная израильская яичница. Классный вариант на завтрак, очень сытный, при этом оригинальный, вроде бы блюдо из яиц. В принципе, у нас тут ничего сложного, здесь лежат ингредиенты, мы из них сегодня будем готовить. Основное это у нас овощи, лук, помидор и перец. И дальше у нас, конечно же, яйца. Тут у нас есть томатная паста. Причем самое главное, что томатная паста это не паста в классическом понимании, наверное, как паста, а больше томатный соус. Классический такой советский, знаете, такой, может быть, минский там, или краснодарский, неважно. Вот. И самый важный, наверное, здесь ингредиент – это восточная пряность. Кто-то называет кумин, кто-то как-то еще по-другому. Но вот кумин, наверное, самая популярная его история. Это обязательный ингредиент, вообще без которого это блюдо не приготовить. Ну что, начнем готовить ингредиенты. У нас там за моей спиной как раз доготавливается один из тоже важных ингредиентов. Это будет бульон, куриный бульон, который тоже пойдет в это блюдо. В принципе, его можно будет и заменить, об этом расскажу чуть позже. Погнали! Ну что, мы нарезали лук, и в принципе нам пора уже что-нибудь начинать готовить все-таки. Включаем плиту, потихонечку разогреваем нашу сковородку. В принципе, добавляем, тут у нас много будет овощей, поэтому масла не жалеем. И кто-то говорит, что надо очень прям много ждать, чтобы забросить лук, но мы ждать не будем, у нас лук начнет немного томиться, а мы начнем дальше, продолжим дальше нарезать наши овощи. Дальше нам важно нарезать перец, потому что по большому счету перец будет жариться у нас дольше, чем помидор, поэтому с этим важно побыстрее разобраться. Я думаю, что мы сделаем, наверное, половинку, может быть, перца красного и половинку желтого, просто чтобы блюдо было повеселее. Честно говоря, много где пробовал, в основном везде исключительно из красного перца. Наверное, это такая дань традициям. Но мне очень нравится, когда цветов несколько, блюдо такое более яркое, насыщенное. Поэтому вот, в принципе, тут это два перца на следующую шакшуку или на следующее какое-нибудь блюдо. Наша задача, в принципе, достаточно мелко порезать. Ничего тут витиеватого. Режем как умеем. Мы же дома. Ничего не придумываем. Никто из нас тут не шеф-повар. Вот. Наша задача просто измельчить. Наверное, эстетики какой-то тут особой не нужно. Это не салат. Там у нас потихонечку начинает обжариваться лук. Огонь на старте делаем достаточно большой. То есть нам нужно, чтобы быстро все обжарилось. У нас же все-таки завтрак, поэтому нет времени откладывать. Нужно все делать достаточно быстро. Продолжаем нарезать. Сейчас мы отправим к луку уже нарезанный перец. И потом возьмемся за наш томат. Там я уже вижу практически доварился наш куриный бульон, без которого тоже откровенно это блюдо может и будет похожим, но гораздо лучше и интересный аромат дает уже на курином бульоне. Ну что, проверим, что у нас там с сковородой, с луком. Наша задача, как я и говорил, быстро обжаривать лук, пока у нас не очень даже тут все нагрелось. Надо дать ему какое-то время, чтобы он немного обжарился. Можем пока продолжить нарезать
овощи, чтобы потом не терять на это время. Томаты. Ну, лучше брать, конечно, томаты более какие-то ароматные. Вот это розовый, такой более интересный томат. Хочется, чтобы блюдо играло большими красками, интересными какими-то ароматами, а не было, знаете, такие пластмассовые томаты. Ну, как бы можно из них готовить, но, честно, мне не очень нравится. Больше нравится такой более интересный вариант томата. Тоже мелко, по сути, тут произвольно нарезаем. Там это все потом у нас утушится. Важно добавлять по отдельности, чтобы они поэтапно обжаривались. То есть сначала наша задача немного дать обжариться перцу, для того, чтобы он... Потому что если одновременно с томатами закидывать, то, конечно, состояние у них будет очень разное. Ну и тут на каждом этапе, например, мое мнение, что уже надо начинать добавлять специи. Какой-то свежемолотый у меня тут микс перца. Белый, черный, разный. Значит, немного щепотку там красного перца. И уже можно добавлять потихонечку самый важный наш ингредиент — кумин или зира. Кто-то называет зира, кто-то называет кумин. Интересный аромат восточный. В принципе, солить можно чуть позже. Наша задача пока обжаривать. Итак, ну что, у нас тут уже поджарился перец. В принципе, до такого состояния, когда уже пора, ну, надо минуты 3 ему дать. Потом добавляем помидоры уже сюда. И теперь все это тоже перемешиваем, пытаемся немного помидоры с перцем ужарить. Еще даем тоже на хорошем огне минуты 3-4 им пожариться. Дальше будем добавлять остальные ингредиенты. Ну что, в принципе, у нас здесь уже все до такой нормальной консистенции дошло. Но если, кстати, немного масла наливали, то в зависимости от сковородки может еще начать немного подхватывать овощи. Поэтому, в принципе, пришло время сделать эту консистенцию овощей, добавить пасту, томатную пасту. Добавляем, честно говоря, по вкусу, можно не жалеть, там 2-3 ложки. Классный томатный вкус в сочетании с зирой делает в этом блюде основное все. Значит, тут самое важное, в принципе, она не должна быть густой. Мы сейчас сюда добавляем опять все наши важные ингредиенты. Вот зиру, да, тоже можно покупать целую и потом молоть, свежемолотая будет поярче, поинтересней. Немного красного перца и немного обычного перца. То есть такое блюдо слегка остренькое, ну и не сказал бы прям что серьезно, но значит, и уже, наверное, пришло время и посолить. У меня крупная соль, ну, тут ничего страшного. Так, все перемешиваем, все продолжает тушиться. Можем немного уже уменьшить огонь, потому что наша задача сейчас сделать его просто чуть-чуть, ну, дать ему чуть-чуть потушиться. Добавляем потихонечку бульон, смотрим консистенцию, сколько нам здесь нужно. Нужно, чтобы так, ну, не прям плавало, но кто как любит дальше, потому что это блюдо предполагает собой дальше макать в него хлебушек, и плюс оно немного еще выпарится. Поэтому вопрос бульона, с бульоном тоже можно, ну, потихонечку подливать. И самое важное тут на этом этапе — это добавить кусочек масла сливочного. И сейчас мы еще добавим чесночок. Чесночок, вот я его уже раздавил.
Соответственно, осталось его только мелко порезать. Все, в принципе, по ингредиентам дальше. Нам осталось только перемешать все это и на самый маленький огонь уже включаем и будем вбивать сюда яйца. У нас осталось состояние, в котором все, мы уже видим, что вот все уже в принципе потушилось до хорошего однородного плюс-минус состояния. Значит, можем даже чуть-чуть еще бульончика сюда. Бульончика. Честно скажу, ну, готовил, пробовал на просто добавлять воду. Ну, нормально, как бы ничего такого прям критичного, но с бульоном интереснее, поароматней. Все, наша задача, мы берем немного, разгребаем так вот пространство и пытаемся быстро. Вот хорошо, когда кто-то помогает. Вот мое яйцо разбилось, ну ничего, второго дубля в этой ситуации не будет. Так, аккуратно вбиваем яйца. Тут у нас уже маленький, самый маленький огонь. Тут все очень просто, нужно закрыть и на маленьком огне дать постоять, дойти. Наша задача основная, чтобы белок схватился до хорошего состояния, а желток остался не до конца готовым. Ну, то есть, чтобы он был такой растекаемый, и в него можно было хлебушком тоже помакать. Так, ну, мы пока будем ждать, когда у нас там дойдет шакшука, мы, в принципе, можем подготовить хлеб. Я обычно беру хлеб, стараюсь брать посвежее, с большими дырками, поинтереснее. Ну, на самом деле, обычный кирпичик, конечно, тоже подойдет, но, скажу так, не те ощущения. Поэтому советую, конечно, взять какой-нибудь хлеб. Там сейчас многие магазины пекут в своих пекарнях. Вот у меня вот такой-то вот из пекарни с пармезаном. Очень интересный, ароматный, поэтому добавит вкуса нашему блюду. В принципе, у нас осталось еще для украшения петрушка. На самом деле, сегодня взял петрушку, не смог нигде найти кинзу. В оригинальном рецепте для того, чтобы с зирой классно сочеталось, должна быть кинза. Но, честно скажу, пробовал много раз с петрушкой. Мало кто из ценителей там прям говорит, что да, вот с кинзой было круче, но я скажу, что лучше брать кинзу. Просто мелко ее нарезаем, для того, чтобы потом на готовое блюдо мы могли ее посыпать, подать, и как бы она дает и аромат, и дополнительно еще классный внешний вид, ну и, конечно, вкусовые ощущения. В этом плане кинза получше. Все, ждем, пока у нас доготовятся наши яйца. Ну что, у нас, в принципе, здесь уже нужная стадия. Главное не передержать это. Ну, тот, кто любит. Кому-то хочется, например, чтобы яйца были уже готовы полностью. Но объективно такая история. Здесь посыпаем вот так между яйцами. Аккуратно. Петрушкой. Ну или кинзой, как я говорил. Чтобы у нас было и красиво, и достаточно много зелени. Блюдо любит зелень. Вот, и уже прям вот аромат у нас тут пошел. Конечно, жаль, камера не передает его, но в принципе все есть. И немного в конце освежить зирой, аромат зиры. Все, блюдо у нас готово. Мы будем его сейчас положим. Вообще, по-хорошему, можно делать в маленьких таких сковородочках, значит, порционных, ну, как в ресторанах подают. Но дома, понятно, никто заморачиваться не будет, держать несколько сковородок, поэтому вот одна большая сковородка, и дальше можно как бы это аккуратно все достать и разложить по тарелкам, что мы, в принципе, сейчас, собственно, и сделаем. Ну что, у меня, к сожалению, нет какой-то второй цивильной ложки, так что я по-домашнему как-то сейчас возьму отсюда. Я сначала обычно перекладываю само яйцо, и потом уже рядом вот, например, второе яйцо. И отсюда уже немного вот этой, собственно, вкуснейшей начиночки. Вот у нас, в принципе, все равно можно было чуть больше бульона. Но в целом все, наше блюдо фактически готово. Сюда нам осталось подать только хлебушек. Можно немного еще украсить
какой-нибудь дополнительной травой. Все готово. Можем пробовать. Надо, наверное, пробовать. В принципе, я вот себе кусочек хлеба отломал. У нас тут яичко. Вот, видите, нужная консистенция. Белок готов, а желточек у нас, пожалуйста, еще не готов. Все. Горячее пока. Это все-таки вот шикарный завтрак. Один из сейчас моих любимых просто. Я кайфую. Поэтому всем советую. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет много прикольных рецептов. Удобных, простых. Для тех, кто хочет приготовить дома сам и удивить своих близких.